Пусть поработает. А, ну возьми, послушай. Приехал работать. Вот она не так работает. Подключили сканер. Сейчас проверим давление бензина в топливной рампе. Так, зажигание включено. Запускаем. Так, здесь 3,8 давление должно быть. Звуки страшные. Так, ну явно, что или насос не докачивает, или топливный фильтр нужно поменять. Пока что... Фильтр поменял, да? А, большой поменял, осталось маленький, да? А, вот еще. Большой фильтр поменяли, но сеточку еще не трогали. Так, а ну-ка зажигание выключи. Заглуши. Так, держит давление на 3,8. Запускай. Так, надо будет снять щиток, посмотреть. Давай пока сканер посмотрим. Звуки душераздирательные создает двигатель. Так, посмотрим, пока двигатель нагретый, 92 градуса. Бегло пробегимся по параметрам. Так, здесь, значит, стоит контроллер. Вот написано Bosch M797 Евро 2. И 2 кислородных датчика. Я еще под машиной не был, ну, так, сейчас сразу код ошибок. Есть 2 кода сохраненных и 2 текущих, которые в данный момент пропуски воспламенения в 4-м цилиндре. Ну, владелец говорил, что мерили компрессию в каком-то крайнем цилиндре всего 7 атмосфер. Мы еще не мерили. И множественные пропуски. 300 и 304. Четверка — это 4-й цилиндр. Еще при запуске у меня не получилось завести, а владелец нормально завел несколько раз. Цепь управления реле стартера обрыв. И кислородный датчик после нейтрализатора. Неисправен нагреватель. Ну, здесь надо смотреть еще и проводку. Это не означает, что датчик неисправен. Надо разбираться с проводкой сначала. Так, сбросим. Сейчас параметры, подожди. Так, ну и бегло по параметрам. Узнать, какие здесь параметры, можно зайти на сайт chiptuner.ru. Здесь вот есть диагностика, типовые параметры. И сравнивать Bosch M797, январь 7.2, это одно и то же. И здесь написано, какие параметры должны быть при включенном зажигании, при холостых оборотах, и при 3000 оборотах. И можно сравнивать.
Там, например, ну, какой-нибудь один параметр возьмем, сколько шагов, там вот 40 плюс-минус 15. Угол зажигания 22-30 градусов. Напряжение, ну и длительность, как массовый расход воздуха. Ну вот можно сравнивать, просто машина сильно пищит, я не буду сейчас, я закрою. Вот можно бегло пройтись по параметрам. Так, мне здесь интересует кислородный датчик до нейтрализатора и после нейтрализатора. Прямая линия. Так, сейчас снимем щиток. Что, снять этот надо будет? Давай, глушитель. Да. Заводи. Да. Вот этот ролик я слушал. Вот тот. Нет, Вот тот ролик. вот это. Пищит. А шушер закладываю. А теперь вот этот. Ага. Какой сильнее? Да, Два ролика. да. А ну на сцепление нажми. Не надо сильно газовать. Ага. Нажал. Бросай. На свою руку делать. Все, вот это. Скажи, какой ролик? Вот этот ролик, ГРМовский ролик натяжной. Да Натяжной? и тот тоже, да. Так а какой меняли? Говорили недавно, ролик меняли. А, ну он. Не меняли? А, ремень перетянутый, не становится на 90 градусов, смотри. Да, да, перетянули. Перетянутый. Не могу на 90 градусов поставить. Натяжной ремня, натяжной ролик Генератора. генератора шумит. А какой сильнее? ГРМов, Вот этот, да? да. Так это еще получается родной, только ремень поменянный. Пробег машины 74. 74 тысячи, а год 8. Ну, в 2000. девятом куплено. 2008 год, 9 куплено. Вот этот невозможно. Пищит. Этот тоже. Но этот дает жару. А помпа? Помпа не нормально. Нормально помпа. Так, выставили первый цилиндр, верхнюю мертвую точку, два клапана закрыты. Нажимаем на тормоз и проверяем состояние первого цилиндра. Так, при шестерке всего 2% утечек. Первый цилиндр в идеальном состоянии. Первый, третий. Так, здесь немножко ситуация хуже. 26% утечек. Так, и сейчас я посмотрю, слушаю глушитель. Сейчас машина проедет. Да. Уже ухо жаром дунуло. Клапан не держит. Так, компьютер показал пропуски воспламенения в 4-м цилиндре. Самый криминальный. Ну вот, уже в самом начале. Понятно. Так, шестерка. Отсюда практически нет, а процент утечек 75. И сейчас глушитель послушаю.
А ну дай камеру, может на камеру будет слышно. Микрофон подведу. Последний второй цилиндр. Поршень вверху, два клапана закрыты. Так, здесь я слышу, что идет больше воздух. Так, а ну-ка. А, вот она откуда. Закрываю третий цилиндр пальцем. Слышно? Звук меняется. Здесь еще похожая прокладка между вторым и третьим. Перегрела. Прорыв небольшой. Ну, только начинается. Так, ну и сейчас я глушитель, выпускной клапан еще проверю быстренько. О, здесь тоже очень сильно. А ну дай камеру. Микрофон, думаю, через микрофон слышно шипение. Ага, на нейтральной. Да. Давай. Большое осевое смещение распредвала. Тарахтит. Слушайте. Раз. Вот. Отжимаем. И тихо-тихо работаем. Иди сюда. Да. Это подрыв. Раз. Да. Индикатор часового типа. В литературе смещение осевое распредвала не указано. Ну, зато указано в коленвале. 2,5 десятки там, кажется, максимальная. Ну, будем исходить из этого, потому что нигде мы не нашли осевого смещения. Сейчас распредвал смещаю в сторону аккумулятора и меряем зазор осевой. Раз, два, три. 3,8. Сколько? Так, сейчас еще. Раз, два, три, 4. 4 десятки. Значит, снимать будем 2 десятки. Вот сюда посвети, как будет зазор меняться. Я его вижу отсюда. Туда-сюда. И на индикатор. Снимать будем вот эту крышку на карбюраторной, там крышка, крышка агрегата называется, да? Да. Там бензонасос крепится, если на карбюраторной Сюда бензонасос, сюда трамблер. Это заглушка, это значит двигатель фазированный с распределенным впрыском. Стоит датчик фазы. Есть эти двигатели без датчика фаз, просто с распределенным впрыском. Вот эту крышку снимаем, отдаем токарю. Токарь снимает изнутри 2 десятки и распредвал перестает люфтить. Ну, зазор все равно нужен, потому что если не сделать его, оно запищит, еще заклинит, ремень порвется. Зазорчик обязательно. Может, кто-то знает точный размер осевого смещения, пусть напишет. Мы делаем примерно 2 десятки, так как я не нашел ни в какой книжке, какой он должен быть. Ага. Так, 4 вверх кулачок поставь. Хорош. Так, здесь зазор должен быть 0,3 минимальный. Проходит. Проходит. Все, не надо. 0,35 тоже проходит. Здесь клапан отрегулированный. Здесь, значит, пропускает по-любому, прогорел клапан. Зазор здесь нормальный. А еще был на каком? Второй. На втором цилиндре. Так, вот этот. Ну, Четвертый. клапана, они Тоже. могут
Тоже щуп проходит. не прогореть. Втулки, когда вырабатывается, клапан болтается по седлу и выелозивает седло, геометрию седло теряет и клапан пропускает. Он вот так, да? Да, болтается по седлу головки. И все. Ну, теперь снимаем головку. Головка уже снята на столе, коллектора откручены. 4-й цилиндр был, меньше всего компрессия. И вот они видны, очень сильные следы от прогара. Черные. Трещин еще нет. Так, дальше видим, еще был клапан на цилиндре втором. Вот он. Тоже с одной стороны черное пятно. Здесь тоже прогар клапана. Так, ну здесь тоже уже не поджаренное, но пятен черных еще нет. Здесь вот непонятное явление. Надо будет снять клапан, посмотреть. Наверное, это седло. А я подумал сначала, что клапан расслоился. Да, здесь такого нет. Ну, вскрытие покажет. Здесь тоже непонятно. Так, ну как обычно, в этом месте у всех головок коррозия. Дальше. Так, клапана интересные. Из какого металла сделаны? Вряд ли они здесь мененные. Не магнитится. Магнитится. Не магнитится. Магнитится. Так, ну вроде клапана из стали сделаны из жаростойкой, жаропрочной. Так, еще болезнь на этих двигателях. Почти на всех, которые мы откручиваем, трещины на кат-коллекторе. С этой стороны здесь немного меньше. Но тоже уже началось. Сварщику отдадим. Пусть обварит, чтобы не было подсоса. Подсоса кислорода не было. Здесь волнами выхлоп идет, волна разрежения, волна давления. И многие пишут, что ты голову морочишь, как здесь подсос воздуха может быть, если здесь выхлоп. Оказывается, может подсос воздуха быть. Кислорода. Так, катализатор. Здесь я еще кое-что увидел непонятное. Каталитический нейтрализатор. Здесь, наверное, пытались его выпотрошить, но попробовали, оно вязкое, и передумали. Так, вот он, второй кислородный датчик, который нагревательный элемент компьютер нам показал неисправен. Я сопротивление проверю нагревательного элемента. Возможно, он целый, а что-то с проводкой. Поэтому сначала заказывать его не будем. Сначала проверим его на исправность. Шпильки надо будет высверлить. Здесь или болты поставим сквозные, или шпильки. Эту тоже шпильку придется. Здесь уже стоит болт. Да, здесь уже было. Ну, конечно, потому что били чем-то, поэтому здесь снималось, понятно. Здесь уже болт стоит и видно просверленное уже. Постараюсь его выбить, может он выйдет. Так, и здесь еще видно хорошо между вторым и третьим цилиндром. Уже здесь перепускал воздух с цилиндра в цилиндр. Здесь видно по прокладке. Перегрев был. То есть владелец пожилой, но сынок у него молодой.
давал он ей прикурить. Так, вот еще на регулировке где-то был владелец. Скорее всего, не нашлось шайб нормальных. Ему вот на наждаке стачивали. Так, сколько же? Раз, два, три. 3 шайбы изуродовали. Ну, зазор был. Так, этот еще блок не чистили. Так, еще надо будет на блоке посмотреть. Так, мы потом почистим, посмотрим выработку. И вот здесь уже видно потянутый цилиндр. Второй. Пропускает он. Пропускает. Вот последний, 4-й цилиндр. Вот здесь уже бензин вытек хорошо. И проверяли мы это при давлении всего-навсего. А тут уже 1 атмосфера, даже меньше. После ремонта я, конечно, проверяю 8-10 на максимальном давлении. Не должно ни одного пузырька быть. Так, головка рассухарена. Быстренько посмотрим на люфт направляющих втулок и клапана. Здесь выработка, конечно же, больше на выпуске, громадный. На пуске немного меньше. Так, 4-й здесь. Так, это первый. Первый тоже огромный люфт. 4-й. Да, 4-й. И теперь можно на камеру посмотреть следы от эрозионного износа на выпускных клапанах. Пятнистое, такое в шагрене. Так, здесь нагара еще нет на впусканных клапанах. Вот здесь то же самое. Точечки такие крупные. Так, головка здесь 11-18. Так, вот он самый-самый прогоревший. Здесь этих точечек несколько раз меньше. Здесь оплавилась сама головка. Перегрелась. При производстве этих головок 11-18 рабочую фаску никогда не делают. Нормальная, узкая, все время ее 45 градусов делают максимально возможной и не прирезают, не считают нужным. Вот черные пятна — это прорывались выпускные газы выхлопные. Просто гигантские фаски, больше 5 миллиметров. Так, еще мне интересно было. Так, вот она. Непонятно. Сейчас еще на клапанах посмотрю. Я подумал, что какое-то расслоение клапана. Нет, это, скорее всего, вот эта фаска седла. Меня в заблуждение убило.
Головку блока цилиндров отмыли. Почистили нагар уже в каналах впускных и выпускных. И перебили направляющие втулки клапанов. Втулки AMP. Развернули их. Теперь все готово к прирезке сёдел. Каналы чистые, ёршиком и шуруповертом. Ёршик вот такой для больших каналов, для впускных, для выпуска немного изношенный. Так. Будет произведена чистка регулятора холостого хода. Здесь отложения нефтяные, смолистые. И дроссельная заслонка будет тоже вычищена. Немного предварительно помыли и сейчас будем мыть этим мануалом для карбюратора. Клапана будут AMP. Средства для карбюратора. Так, клапана AMP польские. Очень много сейчас подделок стало. Можно очень быстро на подделку проверить. Вот эта головка клапана. У нас нету поддельного с кольцами. Вот эта головка, она не обработана токарно. Видно, это литье. Здесь нет отрезца, ничего. Вот это шероховатая поверхность. Пуск. Это польский? Ага. AMP. А вот здесь видно, как на деревьях временные кольца от тресца. Вот, очень хорошо видно. Если вот такие вам продадут, ну, то есть их продают в кулечках, в конвертиках, нужно там же в магазине один конвертик порвать и посмотреть. Если этих колец временных нет, можно смело брать. А здесь даже эти уже на некоторых коробках есть проверка компьютером. А ну, отдели. А здесь Тут битая только. Здесь надо отдирать. А на здесь, прошлом вот здесь Не было вообще вот здесь ничего. отломай. На прошлых не было. Это Поделка была, поддельная и была. бумага была больше. И растворилась. Это в дождь попало. Ну, если такая штука есть, то однозначно это уже говорит о нормальной детали, об оригинальной. А ну, Серега, крутни вот этот ролик. Можно вводить в компьютер буквы, цифры. Или вот здесь можно было отломать. Но здесь скотч неудобно было. Так, ролик, который уши закладывала, его видно уже разбирали, смазывали, вот наносили смазку вовнутрь. Ну, как практика показывает, если ролик загудел, смазка уже не помогает. Обычно начинает шуметь еще сильнее. Ролики только под замену. А ну, крутни, Серега. На камеру это, конечно, не покажешь, но он то крутится, то не крутится. И звук сухой. Все. Так, подготовлено все к прирезке сёдел. Сальник будет новый. Так, вот эта вот вещь, которую будем отдавать токарю. Это с этой машины? Да. Здесь нужно будет снять. Так, ну у нас зазор получился 4 десятки. 2,5, даже 3 десятки. Ну, 3 десятки многовато. Все-таки там станок у них не очень точный. Иди покажи про ролик натяжной. Натяжной.
Сейчас я секунду скажу. Здесь нужно снимать металл не вот с этой части, а вот с этого места. То есть сделать меньше на 2,5 десятки. Вот эту вот поверхность пальцем показываю. Чтобы вот эта вот как бы втулка, назову ее, она, если здесь снимешь 2,5 десятки, эта втулка станет длиннее на 2,5 десятки. И тем самым уменьшится осевой люфт на распредвале, и он не будет стучать. Так, здесь еще ты уже ультразвук сделал. Сейчас будем стенд вставлять. Колечки родные еще? Да, коричневые, еще родные колечки. Ни разу не мененные, они уже здесь деревянные. Ролик какой? Ну, вот он, натяжение. Ты снял ремня. уже? Тоже он гудел. Здесь Да. важно знать. Покажи болт. Вот болт ставится сюда. Это ставится сюда. Ну, сначала. Ну, здесь важно, скажи про болт. То уже Болт мелочи. с левой резьбой здесь. С левой резьбой. Откручивать нужно. Надо в обратную сторону. Вот ее видно. Резьба левая. Чтобы знали. Так, ну здесь блок не нуждается. Здесь нет никаких царапин, раковин. Помыли, почистили. Форсунки почищены, проверены. Стоят новые уплотнительные кольца. Их лучше немного смазать моторным маслом. Легче заходить будет. Так, дроссель тоже прочистил уже. Мгм. Здесь главное вот этот торец заслонки, чтобы был зазор. Здесь немного светится. Если зазора не будет в нагаре, то шаговый двигатель, этот регулятор холостого хода, может неадекватные показания давать. Здесь должен быть просвет. Так, высверливаем шпильки. Здесь я был прав, болт ставил. Уже кто-то лазил. Надо будет вытрусить этот стружки нападало. Так, седла уже прирезаны. И клапана готовы к притирке. Впуск, выпуск. Где-то 1,5-2 миллиметра. Мне подбрызгать. Да. На пуске, на выпуске. А это можно удать? Можно. Тут руки надо. Притирать буду вручную. Ключ с танговым зажимом на 8 миллиметров. И притирочная паста. Перебили втулки, прошарошили седла, притерли клапана. Вот, проточили поверхность головки на 1,5 десятки. Горбатая была, мы показывали по видео, что здесь была черная прокладка и черная головка. Газы прорывались посередине. Вот. Теперь что? Было осевое смещение, но мы потом покажем осевое смещение. Вот 5 десяток, это полмиллиметра осевое смещение было распредвала. Он тарахтел постоянно. Теперь смотрим. Вот, некоторые подписчики пишут нам, что ну все делали так, как вы делали, шарошили, протирали. Вот только при проверке пузыри идут.
Ну, это пройдет, это со временем приобретут люди навыки, и пузыри уйдут. Так, значит, смотрите, это задняя крышка распродвала. Здесь ставится датчик фаз. Вот, было осевое смещение большое. Мы проточили вот эту вот поверхность, проточили на 4 десятки, 1 десятку оставили. Вот, ну, в процессе измерений все-таки проточили больше, чем это понадобилось. Вот, ну, я потом вот эту вот упору чуть-чуть подточил, и осевой люфт появился маленький, допустимый. Меняем ролик ремня генератора натяжной. Вот. Этот у нас не годится. Так. Значит, вот втулочка. Эта втулочка вставляется вот сюда. Вот. Потом ставится крышечка на ролик. Вот. А потом сюда ставится болт. Обратите внимание, что болт же с левой резьбой. С левой резьбой. Когда мы закрутим его, одевается эта крышечка. Вот. Но для контроля мы посмотрим, смазанный он или не смазанный. Ну, как всегда, как кот наплакал смазки, вот, поэтому мы будем смазывать. Видно? Видно, чуть-чуть смазанный. Все, Литол 24 смазочка. Заряжаем. Вот. И одеваем пыльничек. Эту смазку растянет шариками. Насос разобрали. Ну, грязи, конечно, здесь много. Вот. И вон грязи сколько. Вот. Ну, сейчас продуем, промоем. Вот такие. Насос будем менять новый. Ставим новый бензонасос. Так, покажи книжку. Книжка советская, ВАЗ-2108. Обтягиваем головку. Так, 4 приема. Первый, предварительно затянуть болты на 2 килограмма. Второй, от 7 до 8,7 килограммов. Третий этап, довернуть болты на 90 градусов. И четвертый, довернуть болты на 90 градусов. И дальше, какие болты можно использовать, какие нет. Только в случае, если они вытянулись до длины не более 13,5 мм без учета головки. Натяжной ролик на ремень ГРМ Самарский. Перед установкой обязательно проверяем на наличие смазки. Здесь видно, с одной стороны нанесена смазка, с другой стороны полностью сухой. Здесь где-то процентов 20-30 нужно нанести смазку. Полностью забивать не нужно, иначе она будет вылазить, вылетать, попадать на ремень ГРМ. Резиновые изделия не любят смазки. Так, я в смотровой яме под машиной. Здесь видно наглушитель. Так. Вот заварили трещину с одной стороны. И если увижу, да, видно.
стоят 3 болта сквозные. И обязательно на всех вазах там вопрос был по поводу кронштейна для... Ну, здесь коллектор стоит. На девятках, там на восьмерках просто штаны стоят, и обязательно вот этот кронштейн. Это с завода идет. Так, гофра уже прогорела, изношена. Так, по кислородному датчику. Здесь обрыв на втором кислородном датчике, обрыв нагревательного элемента. Стоит он достаточно дорого, так что решили не менять его, так как второй кислородный датчик отвечает только за состояние каталитического нейтрализатора. В процессе смесеобразования второй кислородный датчик не участвует. Так что пока решили оставить старый, заменить его несложно. Главное, чтобы первый, который вверху кислородный датчик, был исправен. Ну, когда машину заведем, я подключу сканер. Так, вот он с этой стороны, посмотрим. Так, двигатель собран. Заливаем жидкости. А ну покажи, что за жидкость. Ливни. Ну, хоть прозрачная. Отстоялась, наверное. Так, при заливке нужно снять какой-нибудь шланг подогрева дросселя. Так как это калина, здесь очень любят образовываться воздушные пробки. Надо будет прокачивать потом и патрубки все. Ну и смотреть вот на этот отросток. Через него должна брызгать охлаждающая жидкость через этой шланги. Если это есть, то воздушных пробок нет. Включай зажигание, бензин прокачаем. Не включается? Так, ну пробуй, запускай. Так, ну подходи, посмотрим давление в топливной рампе. Здесь должно быть 3,8 плюс-минус 2 десятки. Короче, 3,8, 4 нормальная. Так, давай посмотрим в кабину. Увеличь. Потеков никаких. Все отлично. Закрываем. Так, пока видно, здесь охлаждающая жидкость не циркулирует. Ну, двигатель еще холодный. Это я рукой, покажи, прокачиваю патрубки. Иногда даже нужно поднимать колесо вот это вверх. Так, один патрубок и второй патрубок, нижний. Так, пока безрезультатно. Будем еще прокачивать. Покажи, где я давлю. О, воздух вышел.
Так, здесь еще не появился. Нет. Колесо уже подомкратили, но все равно пока циркуляции здесь нет. Пока что циркуляции так и нет. Попробуем продуть. Сюда дунем, а вот здесь давай воздух выдавим. Нет. Посильней. Так, все, хорош. Попробуем еще разок. Ничего не получается. Циркуляции нет и низ радиатора холодный. Так, пошло. Хорош. Снимаем. Пока что безрезультатно. Запускаем. Итак, пока двигатель прогревается, я здесь записал параметры типовые и теперь сравним их с теми, что у нас на автомобиле. Сайт я уже показывал какой. Вот вверху написано Bosch M797 и сайт chiptuner.ru. Вот 797. Здесь я основные, ну чтобы монитором не дергать туда-сюда, я переписал кое-какие важные. Так, и смотрим по сканеру. Здесь смотрим, так, прогрелся у нас двигатель. Ну, термостат вроде открылся, должно сейчас получиться. Ну, пока прогревается до 100 градусов. Посмотрим параметры. Так, температура охлаждающей жидкости должна быть примерно 90-105 градусов. 105 это нормально считается. Температура впускного воздуха от 20 до 50 градусов. Ну, видимо, это температура на улице. Почему написано минус 20? Вероятно, автомобиль спроектирован для работы не ниже 20 градусов. Поэтому и написано в типовых параметрах минус 20 плюс 50. Так, напряжение должно быть примерно 13,2, 14,6. Так, ну, дроссель, естественно, 0%. Обороты 800, 840. Так, массовый расход воздуха у нас показывает примерно 12 килограмм. А в типовых параметрах написано массовый расход воздуха от 8 до 13 килограмм. Значит, 13 нет. Полностью вписываемся в параметры. Угол опережения зажигания от 7 до 17 градусов. И не должен слишком прыгать. Так, здесь тоже отлично. Дальше длительность впрыска. В параметрах величина указана. Длительность импульса впрыска в миллисекундах от 3,5 до 4,3. Все отлично. Позиции шагового двигателя. Здесь 40 плюс-минус 15 шагов. Ну, здесь практически идеально. 40 шагов. Так, и самый главный показатель, коэффициент длительности впрыска топлива, должен колебаться около единички. А в типовых параметрах даже диапазон указан единица плюс-минус 0,2. Значит, допускается 1,2 коэффициент коррекции и 0,8. Так, ну сигнал кислорода не должен доходить до нуля и до единицы. То есть 0,05 сотых вольта до 0,9 вольта. Про тот датчик кислородный я уже сказал вам. Так, графику сейчас включу. Второй кислородный датчик решили не трогать. Так, первый состояние. Ну, видно, что он работает. Более точно его можно проверить мотор-тестером или вот этой линейкой, как у меня USB
АвтоВАЗ Экспресс М. Ну, у нас задание было по железу. Диагностика – это уже совсем другая история. Так, кислородный второй датчик готов. То есть подключен, готовность уже прогрелся. Так, ну и посмотрим коды ошибок. Так, одна сохраненная ошибка. Пропадание напряжения цепи питания. Ну да, аккумулятор мы снимали, клемму с аккумулятора, поэтому она появилась. Так, здесь также можно еще сделать, посмотрим пока паспорт. Так, здесь указана прошивка, объем двигателя, 8-клапанный. Кому интересно, почитайте. Так, ну инициализацию, сброс ЭБУ можно сделать. А ну, выключи двигатель. Если у кого сканера нет, то 2-3 раза включил, выключил и попробуем сбросить. Включай зажигание. Сбросим все старые настройки. Так как мы и в железо вмешивались, и форсунки чистили, дроссель, регулятор так, холостого хода чистили, произошел. Все, запускай. Так, ну и у кого есть подозрение, что стучит распредвал или коленвал, вот таким нехитрым способом надавливаем на распредвал. Если стуки исчезают, значит токарь укорачивает эту крышку. В данном случае эти стуки происходили у нас от смещения осевого распредвала. Я на Volkswagen нашел данные, там было написано 0,1. На передний привод я так и не нашел, насколько допустимо смещение распредвала. Так, ролики. Сфотографирую этот. Подойди ближе. Так, ну справились мы с воздушной пробкой, продували, прокачивали, колесо подвешивали, до сих пор еще у нас колесо подвешено. Пищало, как вы уже знаете, ролики, писк был страшенный. Вы обстукивали эти толкатели? Не, стаканчики не обстукивали. Я просто вчера выходной был, батя с Серегой головку доделывали. Ну, как слышно, отлично, калиновская головка 11-18 работает без стуков, без грюков. Постель распредвала также разверткой не проходили, она не качалась. Есть у нас развертка специальная, если головка поведенная. Аж еще есть такая проверка, как узнать, стучит распредвал, стучит коленвал или нет. Я вам в другом видео покажу, когда действительно стуканутый будет. То есть двигатель будет еще заведенный, но стучать будет. Там нужно снять головку, выставить поршень так, крутить, короче, коленвал, чтобы поршень шел вниз. Поршень идет вниз, а потом деревянным, ну, как мы делаем, беру я молоток, на поршень ставлю, и вот поршень идет вниз, и потом вдогонку клац. Если это произошло, значит вкладыш. Ну а с дуру, конечно, можно было этот мотор разобрать и вкладыши поменять. Если кто не знает, как проверять стук, как отличить стук распредвала от коленвала. Так, надеюсь, видео полезное. Благодарю всех за просмотры. Ставьте пальцы, не забывайте подписываться на канал и всем пока.
Так. Ну, немножко тарахтит ходовая. Так все нормально. На 90% автомобиль технически исправен. С железом разобрались, топливоподача в норме. За работу 5000 стоит ремонт головки, снятой на этой машине. 6000 ремонт, так как мы снимали ее и ставили. И плюс 1000 еще там форсунки мыли, насос меняли. Короче, за работу вышло 7000 рублей. Токарь взял за проточку 400 рублей и 100 рублей за проточку вот этой шайбы, которая уплотнитель этот, то есть заглушка алюминиевая. Ничего не стучит, все нормально. Цены на запчасти я не называю, так как они во всех регионах разные.